Всем привет, друзья! Наш сегодняшний видеообзор посвящен идеальному автомобилю для межгородских перевозок фармацевтических препаратов с максимальной степенью защиты груза. Чтобы узнать все нюансы и детали, я рекомендую вам досмотреть этот видос до конца, потому что вы узнаете не только, из чего состоит этот автомобиль, но и сколько он стоит. Поехали! Наш постоянный клиент занимается перевозкой фармацевтических препаратов по всей нашей огромной необъятной стране. Поэтому стояла задача собрать автомобиль, который оптимально подходит для эксплуатации в режиме межгорода, мягкую, комфортную машину. Стояла задача подготовить 4-тонный автомобиль, который сможет вмещать 12 европолет груза. И стояла задача установить автономную холодильную установку, чтобы при любых рисках, если что-то с автомобилем произойдет, температурный режим мог поддерживаться внутри отсека самостоятельно. Проведя совместную работу с нашим заказчиком, мы остановились в итоге на базовом шасси Iveco Daily 72C15, в изотермическом фургоне производства завода Центра Транстехмаш ФРЦ класса и автономной холодильно-отопительной установки Thermo King модель T560. Первым и основным составляющим нашего полнокомплектного рефрижератора является базовое шасси. Всем вам давным-давно знакомая и хорошо себя зарекомендовавшая марка Iveco, модельный ряд Daily. Этот модельный ряд относится к легкому и среднему тоннажу. У него есть модификации 35, 45, 50, 60, 70 и 72 модель Daily. Как вы видите на этом шильдике, нами выбранная модификация Iveco Daily 72C15. 72 – это индекс полной массы, который обозначает, что полная масса нашего транспортного средства составляет 7200 килограмм. Вот второй индекс, который здесь указан, это мощность двигателя 150 лошадиных сил. Округлено немножечко. Всем давным-давно хорошо известно, что Iveco Daily это очень мягкий и комфортабельный автомобиль для движения по межгороду. При этом у этого автомобиля хороший запас надежности и прочности. Поэтому именно на этот вариант автомобиля у нас и пал наш выбор. При этом есть такой нюанс, как запас жизненного пространства. То есть треугольная форма кабины, которая в случае чего, не дай бог, даст нам больше шансов того, что водитель останется цел в случае каких-то непредвиденных ситуаций или, не дай бог, ДТП. Поэтому это тоже один из нюансов в пользу выбора этого автомобиля. Так как автомобиль производится в Европе, то он соответствует всем самым современным стандартам, которые там предъявляют к грузовой технике. Поэтому на нашем автомобиле дисковые тормоза, АБС, система распределения тормозных усилий, система курсовой устойчивой ESP и очень много других разных вспомогательных помощников вашему движению. В модельном ряду Iveco Daily есть огромное количество колесных баз, которые позволяют вам поставить фургон длиной 3,70, 4,30, 5,30 и 6,20. Это по вашему выбору делается на этапе согласования автомобиля. Чтобы установить сюда фургон на 12 европолет под длину фургона 6,2 метра, мы выбрали самую большую колесную базу 4750 миллиметров, на которую и помещается наш фургон длиной 6,2 метра. Под капотом у нас установлен всем давным-давно известный и очень хорошо себя зарекомендовавший дизельный двигатель. Его объем 3 литра, его мощность 146 лошадиных сил. Он работает с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. В модельном ряду Iveco существуют также двигатели, которые более мощные, мощностью 176 лошадиных сил. Но эта позиция заказная и актуальна тогда, когда вы планируете использовать автомобиль, например, в составе автопоезда или там, где есть большие подъемы, например, на Урале. Поэтому это не частая позиция с мощностью 180 лошадиных сил, но она существует. Если для вас это важно, то вам придется тогда такую машину подождать. Как вы можете видеть, у нас на шильдике отображена полная масса 7200, масса в составе автопоезда 10700. То есть вы можете таскать в тандеме прицеп полной массой 3,5 тонны.
Эти две цифры обозначают развесовку по осям. 2,5 тонны приходится на переднюю ось и 5350 приходится на заднюю ось. Для того, чтобы у вас до конца остались в голове весогабаритные характеристики, и еще раз повторюсь, наше базовое шасси Iveco Daily 72 C15, полная масса 7200. С учетом установленного холодильного оборудования собственный вес нашего автомобиля составляет 4 тонны. Вычитая полную массу из собственной, мы получаем полезную грузоподъемность 3 тонны 200 килограмм. Это, чтобы вы имели в виду, что чистой грузоподъемности остается ровно столько. Мы взяли самую длинную колесную базу 4750 миллиметров и установили сюда кузов на 12 евро палет. Комплектацию шасси мы подобрали нестандартную. Помимо базовых опций, которые входят в этот автомобиль, по пожеланию нашего заказчика, здесь выбрано шасси с бизнес-пакетом и увеличенным топливным баком. То есть это как раз те важные вещи, которые влияют на комфорт водителя. При этом сиденье водителя на пневмопружине, что добавляет еще большего комфорта во время движения. Теперь все эти нюансы давайте разбирать подробнее. Как вы видите, передняя светотехника у Iveco шикарная, к ней добавлены передние противотуманные фонари. Горловина нашего топливного бака находится здесь, в этом месте, закрывается частью двери, чтобы не сливалось топливо. Наш топливный бак увеличенный объемом 100 литров. Пластиковая обшивка левой двери имеет огромное количество карманов, куда вы можете положить все, что вам необходимо. Какие-то бутылки с водой, стаканы, документы, все что угодно. Здесь маленькие кармашки. Под рукой водителя располагаются кнопки управления электростеклоподъемников, а также рычаг управления зеркалами. Наши зеркала имеют электрическую регулировку, а также обогрев. Состоят они из двух частей. Верхняя часть предоставляет вам обычный обзор, нижняя часть по традиции асферическая, чтобы вы могли видеть мертвые зоны. Наши зеркала на широкой ножке. Они позволяют вам установить сюда фургон большей ширины, чем стандартные. А стандартная ширина 2,20. Так вот, так как наш клиент попросил сделать фургон немного шире и немного толще боковые стенки, при этом ширина получилась 2,300 и обзор в зеркала ни в коем случае не пострадал. Итак, мы постараемся детально, но быстро пробежаться по всем нюансам, которые есть у нас в кабине. Первое, на что вы обращаете внимание, это очень удобное и функциональное кресло водителя. У него огромное количество регулировок, в том числе микролифт, регулировка поясничного подпора и правый подлокотник. Левого подлокотника здесь нет, потому что функцию подлокотника выполняет вот эта выпуклая продуманная часть боковой обшивки. Так как погода у нас сломалась, пошел дождь, мы перебираемся в кабину. Итак, еще раз. Большое количество регулировок сидения водителя, которое позволяет человеку любой комплекции расположиться здесь максимально комфортно. Подлокотник плюс подрессоренное сиденье водителя. Рулевое колесо у нас максимально продумано. У него имеются кнопки управления связью, громкой связью, а также вашей магнитолой. Рулевая колонка имеет регулировку только по вылету, потому что остальную регулировку вы можете добиться с помощью сидения. Салон Iveco настолько продуман, что здесь есть большой, во-первых, он красивый, а во-вторых, у него большое количество кармашков и скрытых частей. Вот, например, над водительской частью есть карман, куда вы можете засунуть, например, документы, либо что-то еще небольшое, не габаритное, и спрятать так, что никто это не заметит. Солнцезащитный козырек, небольшой, но больше и не надо. Потолок у нас имеет обшивку. Очень удобно и грамотно расположен рычаг переключения коробки передач. Напомню, у нас коробка шестиступенчатая, плюс одна задняя с флажочком. Центральная часть нашей торпеды представляет собой целый ряд
кнопок, на которых располагаются корректор фар, аварийка, включение передних противотуманок, задних противотуманок, отключение курсовой устойчивости и одну непонятную для меня кнопку. Вот, обратите внимание, посмотри. Если здесь есть специалисты, которые знают ИВК, прошу в комментариях написать, для чего эта кнопка. Для повышения собственного развития. Штатная балалайка проигрывает диски, а также флешечки. Обратите внимание, вот в этом месте, куда мы установили пульт управления холодильной установкой и регистратор температурных данных с возможностью распечатки ленты, он у нас с поверкой на 2 года. Вот эта доработка, вот эта часть, это уже ноу-хау компании Thermo King. Здесь недостаточное количество мест, куда можно расположить оборудование, которое нужно было установить по ТЗ. Поэтому ребята с компании Thermo King, Женя Жорин в частности, вышли из ситуации таким образом. Поставили вот этот вот короб, куда разместили регистратор. И выглядит это все как будто так здесь и было. Очень умно и грамотно. Слева и справа вы можете видеть 2 разъема USB и 1 разъем для наушников. Это как раз в один подключать вашу флешечку для проигрывания музыки. А второй разъем — это подключать зарядочку для телефона, навигатора, либо чего-то еще. В базовой комплектации есть такой классный красивенький стаканчик, который ставится в подстаканчик. Это пепельница, но курить мы вам не рекомендуем. Внутри него прячется прикуриватель, а сам прикуриватель вставляется вот сюда, вот черти куда, глубоко вот в это место, и располагается в левой части от руля. Напомню еще раз, что наша комплектация очень богатая, в том числе здесь есть штатный кондиционер, который идет в бизнес-пакете. Так как мы установили сюда автономную холодильную установку, штатный кондиционер остался и продолжит функционировать, добавив дополнительного комфорта. Под блоком управления климатом в салоне вы можете увидеть огромный ряд кнопок для каких-то опций и доработок. Занята всего только одна кнопка. Кнопка включения обогрева зеркал. Под этим рядом кнопок располагается заводской европейский тахограф. В этом месте вы можете его оставить, оформив соответствующие карты, либо заменив на какой-то российский штрих или на тех, на которых вы привыкли работать. Еще ниже есть огромное количество карманов, маленьких, непонятно для чего, вот шириной только там с 1,5 пальца, и еще один разъем для того, чтобы ставить сюда какую-то зарядку через переходник. В самом-самом-самом низу есть еще один чуть ли не потайной скрытый карман. Здесь у нас могут лежать руководство эксплуатации на шасси, а также сервисная книжка. Как вы пожелаете. А может быть, порно-журнал положите сюда. Вот. Что еще у нас примечательного? Так как машина будет ходить на дальняк, в этом салоне предполагается, что водитель будет спать. А чтобы всю ночь не молотил двигатель, чтобы в автомобиле было тепло, мы сюда установили 2-киловаттный воздушный независимый отопитель кабины. Webasto. Самый надежный немецкий топчик. Вот устройство управления расположили здесь. Удобно, как будто тут и было. Сам отопитель расположился вот здесь. Ныряй. Вот он, красивый, никому не мешает, как будто штатное исполнение. Наше сиденье с обогревом. Кнопка включения располагается на его правой части, в этом месте. Вот так, включается. Спрятана ручничком. Вот, соответственно, переместившись на кресло пассажира, мы с вами можем найти здесь двойную табуреточку. Мягкую, с 3-точными ремнями безопасности. По традиции, ох ты, смотри, как высоко выдвигается. У всех обычно откидывается и падает, а у ИВК с помощью вот этой конструкции она становится высокая, удобная. Здесь можно чай, кофе попить, прикрепить сюда какие-то документы и заполнять, и они не соскользнут. Не надо, убрали.
Пассажирские сиденья предлагают возможность вам откидывать и использовать пространство под самими сидушками по своему усмотрению, как рундуком. Расположить здесь какие-то нужные вам в далекой поездке одежду, вещи, инструмент, оборудование, примус, омывайку, например, либо что-то еще. Штука такая есть только у Ивеко. Для среднего пассажира есть ручка. Он может держаться, а то обычно средние пассажиры держатся обычно на честном слове, а здесь своя ручка. Так же, как и для водителя, для пассажира есть точно такой же отсек, но он гораздо более глубокий. Сюда можно тоже разместить огромное количество мелочей. Он гораздо более глубокий ввиду того, что здесь нет приборки. И есть небольшой бардачок. Тоже сюда можно что-то положить, расположить. А для пассажира, еще крайнего, не среднего, крайнего, есть подстаканник. И точно такая же правая, удобная. Смотрите, как высоко и классно здесь держится. Плюс ручка. Если яйца маленькие, нащупать не можешь, держись за ручку. Вот еще одна ручка. Вот еще одна ручка. Держись за какую хочешь. Просто. Ивеко, могу я вам точно сказать, наверное, даже переплюнули Mercedes Sprinter 515, который мы обозревали и который я назвал королем всяких пространств и углублений для хранения мелочей. Вот у Ивеко сейчас прям очень и очень много. Или сравни Мерседесу, или даже больше, чем у Мерседеса. По требованию заказчика мы на автомобиль также установили комплект задней пневмоподвески, двухконтурный. Мы его расположили так, что он выглядит, как будто это штатное исполнение. Сняли вот этот карман и разместили пульт управления здесь. Система у нас замкнута. Сам компрессор располагается в моторном отсеке. Есть два манометра для того, чтобы отслеживать давление в каждом из контуров и в случае необходимости корректировать, стравливать или подкачивать. Очень и очень классная штука. Всем рекомендую пневму. Вторая важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора – это изотермический кузов производственного завода Центр Транстехмаш. Сюда мы установили фургон стандартной комплектации с габаритными размерами таковыми: 6,20 длина, 2,30 ширина и 2,20 высота. Длина стандартная, колесная база больше не позволяет установить. Ширина немного увеличенная. Наш клиент боковые стенки попросил сделать не 60 мм толщиной, а 80. Чтобы не потерять внутреннего пространства и оставить запас для палет, мы ширину фургона увеличили на 10 сантиметров. Высота осталась штатная, 2,20. Вы прекрасно видите, что даже со штатной высотой остается зазор порядка 10 сантиметров для размещения огромной автономной холодильно-отопительной установки. Пойдем. Базовое исполнение фургона предполагает обшивку фургона снаружи лакированная сталь, но может быть и пластик по вашему желанию. Обрамление фургона плюс задняя рамка оцинкованная, окрашенная сталь. Фурнитура дверей оцинкованная сталь. На заднем портале вы видите мощные упоры фургона при подъезде к пандусу, чтобы вы упирались именно резиновыми буферами, а не фургоном. Наш фургон высокой изотермичности ФРЦ класса, что означает возможность перевозки любой продукции в интервале от плюс 12 до минус 18 градусов. Наши фармацевты проповедуют правильный принцип, перезакладывая такие составляющие, как качество фургона и мощность холодильного оборудования. То есть именно правильный выбор этих двух составляющих позволит вам снизить точку риска потери вашей продукции. А в случае с фармацевтикой это очень и очень серьезные суммы. Одним из серьезных и важных требований при перевозке фармацевтики, а также продукции глубокой заморозки, является наличие штор ПВХ. Они на нашем сервисном предприятии были установлены здесь дополнительно. В качестве настила пола, вы можете видеть, используется обычная сетчатая фанера. В базовом исполнении в качестве внутренней обшивки фургона используется тоже лакированная сталь.
При длине фургона 6,2 метра завод «Центр Транстехмаш» располагает два светодиодных плафона освещения внутреннего пространства. Третья важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора – это автономная холодильно-отопительная установка марки Thermo King, модель T500, T560. Изначально предполагалось, что холодильная установка работает на охлаждение и обогрев, и у нее есть функция. Она называется стояночный привод компрессора, так называемая в народе розетка, разъем 380 вольт. Так вот, по ТЗ холодильники должны были быть обычные, но после согласования с ребятами из Thermo King мы сделали им босяцкий подгон. И на одном вот этом автомобиле установили модификацию, которая имеет возможность подключения к сети 380 вольт и самостоятельные работы от электромотора. Эта опция стоит порядка 1000 евро, и нашим ребятишкам мы сделали эту опцию в качестве подарка. Четвертая вспомогательная составляющая – это комплект задней пневмоподвески. Два мощных баллона пневмоподушки, установлены на заднюю ось. Устройство управления, как мы вам показывали, выведено в салон и представляет собой замкнутую систему, чтобы вы могли автономно этой подвеской управлять. Надо подкачали, не надо спустили. Итак, друзья, время финализировать наш обзор. Что мы имеем на выходе? Для компании, которая занимается перевозкой фармацевтики и очень скрупулезно думает о безопасности своих перевозок, мы собрали максимально комфортабельный и максимально продуманный вариант полнокомплектного автомобиля-рефрижератора. Итак, базовое шасси Iveco Daily 72C15. Классное, крутое европейское шасси в максимальной комплектации с бизнес-пакетом, с увеличенным топливным баком, с подрессоренным сиденьем, с круиз-контролем, с кучей примочек, кармашиков, подстаканников. Все для водителя. Для его комфорта в кабине мы установили фен 2-киловаттный производства Webasto, чтобы он мог спать ночью. Для того, чтобы груз разместить на нашей базе, мы установили сюда фургон высокой изотермичности производства завода «Центр Транстехмаш». Вместимость нашего фургона составляет 12 евро-палет. Класс автомобиля у нас С. Полная масса 7200, собственная масса 4 тонны, то есть полезная грузоподъемность у нас остается 3 тонны 200 килограмм. Третья основная составляющая – это мощнейшая автономная холодильно-отопительная установка марки Thermo King, которая работает как на охлаждение, так и на обогрев. Изначально функции привода от сети 380 вольт по ТЗ не было предусмотрено, но мы для нормальных пацанов предусмотрели небольшой бонус и им подарили один холодильник с этой функцией, которая стоит порядка 1000 евро. Четвертая важная составляющая – это автономная независимая система, комплект задней пневмоподвески, два независимых баллона, два контура и устройство управления в салоне. Все это хозяйство ребята приобрели у нас в лизинг. Обошелся этот автомобиль в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Это стоимость полнокомплектного автомобиля. Для перевозки фармацевтики здесь также установлен и регистратор температурных данных с поверкой на 2 года, с двумя датчиками марки Thermo King, модель TKDL. Гарантия на наш автомобиль составляет 1 год без ограничений по пробегу, 2 года на силовую линию. А по состоянию на декабрь 2019 года у бренда Iveco действует сервисная акция, которая называется «Год бесплатного ТО в подарок». То есть ребята на год вперед уже будут обрадованы этим босяцким подгоном, что им не придется тратить деньги на обслуживание автомобиля в течение года. Межсервисный интервал у этого автомобиля 20 тысяч километров. Именно этот вариант максимально продуманного, взвешенного и подобранного в исполнении рефрижератора оптимально подходит для перевозки фармацевтических препаратов на дальние расстояния. Если вы хотите, чтобы мы для вас собрали аналогичный или какой-то иной вариант автомобиля, обращайтесь в нашу компанию, мы с удовольствием для вас это сделаем. С вами был Кирилл Сухин. До новых встреч. Декабрь. Дождь. Пока.